Друзья, мы прорабатываем с организатором в Иркутске семинар однодневный. Это будет 15 октября. Сейчас переговоры ведутся. И семинар на Ольхоне, озеро Байкал, 7, 8, 9, 10, 11 октября. Это уникальное место в мире, хотя бы раз в жизни побывать там и пописать чудесные пейзажи, поучиться мастерству в хорошем месте. Это дорого стоит. Я рекомендую записываться уже, пока еще отрабатываются связи с гостиницами, с трансфером. Ну, в общем, все будет на хорошем уровне, на высшем уровне, я думаю. С 21 по 25 августа я вас жду здесь, в Гурзуфе. Проведу такой вот внеочередной дополнительный мастер-класс здесь, на природе, в волшебном месте. Это уже совсем скоро, меньше, чем через месяц. Так что готовьтесь и приезжайте сюда. Ну, можно поездом, можно на автомобиле. На сайте вывешена информация, так что заходите на сайт. Наталья Учайкина. Очень хочется подражать Батоу. Точно так же, как в поэзии Геннадию Айги. Как при этом не потерять индивидуальность? Не в плане, что так же могу, а в плане гонки за метрами, а не за собой. Так построен процесс обучения. Это, естественно, тот, кто нравится, хочется ему подражать, хотя это практически невозможно. И в результате подражания выстраивается, находится своя линия. Свой стиль вырисовывается, он сам собой происходит, потому что мы не можем перенять видение понравившегося художника. Разное видение в любом случае будет. И наши приоритеты, но ведь не только Бату вам нравится наверняка, насмотренность разная. Вы любите не тех авторов, которых любит Бату. Ну, невозможно так, чтобы это прям вот совпало. Он же тоже какое-то время подражал. Да, и он рассказывал о любви к некоторым авторам. Так просто стиль не открывается через подражание. Это нормально. Ребенок подражает взрослым. Вы думаете, что мы стали бы ходить прямо ходящими, если бы все вокруг ползали? И мы бы ползали. Просто мы повторяем, ребенок копирует взрослых. А так он ползает на карачках там годик, ему нормально. Но потом папа, мама говорят, пускают его и учат ходить. Но есть же примеры, когда детей выращивали волчицы, по-моему, ну, в реальной жизни. И они также из миски, они не понимают, что такое ложка, из миски лакают, на четвереньках передвигаются. То есть подражание, конечно, нас выстраивает. Определенным образом курс появляется. И тот же Бато, как-то мы разговорились, давно уже это было, он в курсе, что ему многие подражают, но он вообще не озаботился этим никак. И рассказал историю про того же Цорна, который приехал с мастер-классом, где-то давал в России, что ли. И все стали писать как Цорн, большой кисточкой, широкий мазок. Ну и Баток сказал, что надо идти вперед, надо не зацикливаться. Ты все равно будешь обгонять тех, кто за тобой следует, потому что ты все время идешь вперед, открываешь новые пространства. Ну и через какое-то время, Наталья, вы просто отпускаете эти костыли, вы почувствуете свободу, когда вы можете писать и так, и так, и эдак, и вдруг возникнет идея соединить, например, этот стиль и еще другой, и получится что-то такое, еще новое, совсем новое. Так что индивидуальность вы никак не потеряете, а обретете ее. Сергей Пыхтин. А что такое настоящая живопись, Слава, в вашем понимании? И еще, что такое вечная живопись? Это сама природа или все же сам Бог, кто создал для нас это все? Слава написано большими буквами, ну, все буквочки, а Бог всеми маленькими. То есть я, получается, но тот, кто создал, согласитесь, Сергей, он повеличественней, чем какой-то дядя Слава. Так что давайте мы букву переставим с вами. Бог с большой буквочки лучше писать, тогда величие само собой проявляется в тексте. Известная мысль, что Бог равняется любви.
Значит, это одно и то же. И эта любовь порождает музыку, из нее же рождаются звуки, мелодии, искусство в любых жанрах. Нет ничего, кроме любви, ничего вообще. Это мир любви. Это, на мой взгляд, самое, что ни на есть, настоящее. И то, что своими убогими нашими маленькими средствами может создать указатель к этому настоящему, и является по умолчанию настоящим искусством. То, что указывает зрителю, ну и художнику в первую очередь, на то состояние, которое он переживает, когда пишет эту работу. Вот это будет вечное и настоящее искусство, настоящая живопись. У картины такого художника можно просидеть всю свою жизнь, рассматривая ее, напитываясь, пропитываясь ее ароматом любви, которая заложена в этот холст. В глаза любимого человека можно смотреть бесконечно, просто не прерываясь. Говорят, что глаза – это единственный, самый тонкий энергетический канал, который, глядя человеку в глаза, ты проникаешь прямо в его суть, в суть мироздания, в суть любви. Получается, что можно писать такие картины из этого состояния, вот этой радости, одухотворенной, ну, трепета, такого восторга, не знаю, как еще сказать, но самого-самого тонкого. И любая картина, которая написана из этого состояния, плюс мастерство, естественно, плюс основа, грамота и так далее, будет носителем вот этого бесконечного аромата полноты, ясности, чудес, вот чудесности. Зрителя не обманешь, он точно чувствует, если он, конечно, способен, ну, на этой волне быть, вот эту эссенцию, этот аромат. Вот это, на мой взгляд, это мой взгляд, вечное, а не то, что что-то там изображено, какие-то сцены мифологические, какие угодно. Вечное то, что делает нас приближенными к вечности, то, что открывает в тебе, ну, Бога, как вы написали. Тогда происходит удивительное. Исчезает разделение. Нет ни того, ни другого. Есть просто любовь. Ирина Т. приобрела палитру в CryArt, как у вас. На сайте указали, что за основу взята ваша модель. Но она слегка слетает с треноги за основу, да? Ну, в общем-то, да. Но я к тому, что CryArt делает, не имею никакого отношения. Я Диме советовал, какие-то давал рекомендации, как это все лучше делать, но он не очень-то внимал. Тем не менее, палитра работает, можете ее заказывать у них. Идея моя, хотя он везде пишет палитра Краевского, и все говорят, ну, как-то обо мне не очень-то вспоминают, ну, неважно. Так, причем там разные толщины уголки, и ни одна не подходит к моим ножкам, они тоньше. Но вы с ними как-то созвонитесь и добейтесь, чтобы подходило. Наверное, у них там все это как-то предусмотрено. Можете подсказать мне ножки, надо чем-то обвязать или просто треногу заказать с ногами потолще. Ой-ой-ой. Повторите, пожалуйста, какая у вас тренога. Джино Арт, я напишу. 6030, такой артикул. Она, ну, сейчас, может быть, изменилась. Просто, Ирина, действительно, Ирина, я советую связаться с производителями и сказать о проблеме, потому что у меня все заточено под эту треногу, а у них я совершенно не в курсе. Они как-то немножко не так делают, как я все это придумал. Вы не забывайте свою работу делать, ставьте свои отметки о присутствии на сегодняшнем разговоре и задавайте вопросы, делитесь в сети с друзьями. Видео. Так происходит на YouTube, что он пухнет на глазах, развивается, если вы активны. В нашей онлайн-школе появилось третье видео. Пасмурный день. Вот как импрессионисту написать пасмурный день. Бытует мнение, что вот импрессионист это значит ярко, это значит что-то перевранные цвета.
Я вижу это совсем иначе. И вот в этом видео я показываю и рассказываю на примере вот этой работы, что все по-другому. Что каждая работа, которую мы пишем, она отражает именно то состояние природы, вот, которое мы наблюдаем и которое вот нас как-то восхитило. И задача импрессиониста не перебрать и не переврать с красками, с цветами, а написать свое ощущение вот этого, этого дня, да, или этой модели и так далее, натюрморта. Но самое главное в том, что если мы пишем правду, отталкиваясь от правды, мы можем, естественно, не то, что мы можем, а мы должны вносить свое вот сердце, свое ощущение в этот этюд, в эту картину. И тогда, поскольку состояния в природе всегда разные, и виды разные, мотивы, и тогда мы просто обречены на то, что мы будем многогранны. Мы будем писать по-разному. Мы же пишем, отталкиваясь от правды. В этом я вижу главную задачу. Писать ново, писать страстно. И вот это состояние, тонкое состояние, когда отношения сближены, это было написано в Переславле. Смотрите, как это вот к этому плану начинает работать, да? Вот этот кусок и этот. Когда отношения сближены, получается, что вот цвета сдержаны, но есть некое волнующее, тонкое состояние вот этой вот некой пасмурности в природе. Понаблюдайте за собой, когда хочется приукрасить, когда хочется ударить, да, а нет, а вот здесь вот нет. А здесь, вот в этом этюде, в этой работе показано, что ты сдерживаешь удила, ты не летишь на этой лошади на полной скорости. Ты очень все аккуратно. Так что заходите по ссылке. Буду рад вас видеть в моей школе. Будем двигаться к успехам. Другого выхода нет.